Сегодня замечательный будет семинар, долгожданный, потому что еще 2 года назад профессор должен был приехать. У нас была конференция, первая в России конференция православных психотерапевтов и психологов. Вот, ночью, так сказать, прошло 2 года, и мы его с удовольствием приветствуем здесь. И сегодня такой подарок для нас сделали. Вот эта лекция для нас, конечно, такой подарок. И этот подарок у нас получился благодаря замечательной, так сказать, из Эстонии, вернее, нашей коллеги, сестре, которая является представителем братской для нас школы Святого Иоанна Богослова, которая находится в городе Таллине. И я с большим удовольствием хочу доставить несколько слов Ирине. Здравствуйте. Действительно, наша школа получила название Святого Иоанна Богослова, и я помню, когда 7 лет назад мы ее открывали, мы приурочили открытие школы к Дню памяти Святого Иоанна, 20 мая, как раз мой день рождения, и это, конечно, был незабываемый день, у меня подрастал ребенок, и мы решили создать свою школу. То есть, и для нас это был, конечно, такой большой шаг в пропасть, вот, и мы понимали, что наши идеи о том, как нужно делать школу, идут совершенно против течения, но, тем не менее, вот уже 7 лет школа существует, у нас учатся 257 детей, и каждый год мы набираем еще 50, то есть мы растем, детский сад, гимназия, то есть, и если кто-то хочет узнать больше о нашей школе, вот я здесь принесла некоторую информацию, и для нас очень радостно, что Борис Сергеевич стал другом нашей школы, вот он уже 2 раза побывал в нашей школе на конференциях, которые мы устраиваем каждый год, и общался с учителями, с родителями, с теми, кто приходит, собирается на наши конференции, и возникла такая очень глубокая связь. Вот. Филип Мамалакис, он также был на наших конференциях, но они не совпали с Борисом Сергеевичем по времени. То есть Филипп был на позапрошлой конференции, и тогда мы перевели его книгу на эстонский язык. Он приехал на презентацию, провел мастер-классы, собрал очень большую аудиторию, и, в общем, все, конечно, были под большим впечатлением, и мы решили перевести книгу и на русский язык. Но поскольку вот автор очень хотел, чтобы его книга стала доступна русскому читателю, наша школа поняла, что мы не можем обеспечить распространение книги в России без помощи русских друзей. И вот мы нашли такую замечательную Нину Переслегину, редактора издательства «Дар», которые уже издавали книги о воспитании, о психологии и богословские книги. И вот благодаря этому издательству книга появилась на свет. И для нас это, конечно, очень большое событие, потому что Филипп уже вот 4-й день рассказывает о книге, о своей работе, и каждый раз мы видим, что эта книга людям очень нужна. То есть это на самом деле действительно удивительно, потому что, в общем, Россия православная страна, тут все знают, что такое православное богословие, что такое православное воспитание, тем не менее приезжает человек из Америки и рассказывает о православном воспитании, и почему-то вдруг у всех зажигаются глаза, они говорят, да, действительно. Вот, и это такой эффект, который вот мы наблюдаем уже вот все эти дни, и также наблюдали это и раньше. Ну, в общем, я не буду много говорить, я хочу только сказать, что мне очень радостно, что вот сегодня вот эта встреча с автором состоится, и я очень сама жду доклада Филиппа,
и обсуждения, беседы. Вот, так что будем открывать дискуссии сегодня. Спасибо большое. Но я хочу сказать, что Ирина носит фамилию, которую в Эстонии знают все, и эта фамилия, так сказать, отец ее мужа, это знаменитый композитор эстонский Арво Пиат, и это композитор такого мирового уровня, очень сильный. И среди его произведений такое большое очень место занимают произведения христианские, религиозные, на разных, он, так сказать, написал множество сочинений, которые исполняются на разных языках. На эстонском, разумеется, на немецком, на русском, на старославянском. Есть такое великолепное такое переложение покаянного канона, значит, для хора, акапеллы и так далее. И вот я хочу, чтобы мы сегодня немножко прикоснулись. Это на немецком языке «Отче наш». «Отче наш», и вот коротко мы его сейчас послушаем. Я с удовольствием представляю слово нашему уважаемому гостю, профессору Мамалакису.
turned mine off. My wife says I don't need a microphone. Моя жена говорит, что мне никакого микрофона не нужно. Good evening. Добрый вечер. Христос воскресе. Thank you very much for having me here today. Благодарю вас большое за то, что вы меня сегодня пригласили. I am very thankful for all those who were involved in bringing me here and making this evening possible. И я хочу поблагодарить всех, кто причастен к тому, что меня сюда пригласили, и что этот вечер с нами он стал возможным. And I too would like to thank Irina Part and the School of St. John the Evangelist in Estonia. И я также хотела очень поблагодарить Ирину Пиат и школу Святого Иоанна Богослова в Эстонии, Where I had the pleasure to be at with others from around Europe and the world. И я имел удовольствие там находиться с другими людьми, как из Европы, так и со всего мира. And through her efforts, I'm able to be here today. И это именно благодаря и через ее усилия у меня есть возможность сегодня быть с вами. I do feel bad because 2 years ago I had to cancel a trip to Moscow for a conference. И все же я должен сказать, что у меня есть неприятные чувства, потому что 2 года назад мне пришлось отменить свою поездку на конференцию. I was in Greece at the time, and for an American citizen to get a visa for Russia while being in Greece was very difficult. Я в то время был в Греции, и для американского гражданина, которым я являюсь, получить в Греции визу в Россию оказалось очень сложно. But I'm glad I'm here today. Но я рад, что сегодня я здесь. And I'd like to tell you what happened to me one day when I came home from work. И я хотел рассказать вам о чем-то, что произошло со мной, когда однажды я вернулся домой с работы. I entered my home. Захожу я домой. I tripped over some shoes right by the door. И сразу запинаюсь за какие-то ботинки, которые стоят рядом с дверью. They were muddy baseball shoes, like soccer shoes. Это были грязные башмаки вот, для бейсбола, подобные футбольным бутсам. And they were muddy. Грязные. And the floor had mud on them. И из-за них на полу тоже была грязь. And I looked in the living room, and Я заглянул в гостиную. And there on the couch was my son. И сидит на диване мой сын. In his dirty baseball uniform. И сидит он в специальной спортивной форме для бейсбола, грязный. Laying on the couch. Валяется на диване. With his backpack right in the middle of the floor. И рюкзак свой кинул в середину пола. And several of his things making a mess all on the floor. И еще там беспорядок создают несколько других вещей, которые он раскидал по полу. And as the father, Я же отец. what should I do? И что мне делать? Призвать к ответственности. Call to responsibility. Призвать к ответственности. I should say something. Ну, сказать что-то надо. Убери, пожалуйста. А? Извините. Убери, пожалуйста. Убери, пожалуйста. Can you please clean up? Да, пожалуйста, убери. Да? Честно, что было, да? Why would I say that? А почему я буду это говорить? Вы же любящий отец. I am a loving father. Я любящий отец. Да? Why would I say that? Но все же, почему я буду говорить Вы это? увидели беспорядок. Because I saw a mess. Да, я увидел беспорядок. Мне не нравится, я не хочу жить без порядка. Потому что не по-моему. Okay, I could clean it up. Но, в принципе, я бы и сам мог убрать тогда. Yes. Глава семейства. Да. Призвать An по иерархии. immediate feedback. И немедленно предоставляемая обратная связь. The head of the family doesn't clean. Это потому что глава семьи не наводит порядок? Это вопрос. Это по этой причине? Нет. Нет? What? Who's the head of the universe?
Да, а кто вообще глава всей Вселенной? What did he do? А он что делает? Бывает много учеников. Бывает, наказывает. Jesus washed the feet of his disciples, Иисус Христос омывал ноги своим ученикам. and he's the head of the universe, И он глава Вселенной. and I can't pick up my son's things? И что, это значит, что я не могу убрать вещи своего сына? Excellent. Дама сказала, что но мне же нужно его и не избаловать. If I keep picking up his things, what does he learn? Если я так и буду ходить и собирать за ним разбросанные вещи, чему он научится? Он научится тому, чтобы потом тоже подавать такой пример. И будет убирать. That's half right. Это верно наполовину. Because I am an example Я, конечно, пример. of authority. Пример власти. And he will learn about authority by what I do. И что такое власть, он поймет, наблюдая за тем, что я делаю. But will he learn to clean up? Но наблюдая за мной таким образом, он научится за собой убирать. Нет. Иногда можно выбрать путь посередине. Приказать, но попросить его убрать, заставить брать, но с любовью. Ask him to clean up, but do it with love. Услышали вариант попросить его убрать, но с любовью. Do it together. Сделать вместе. When I do it together with my children, he watches me do it. Вы He just sits there. знаете, как я убираю что-то вместе с детьми? Убираю я, он и сидит и смотрит, как я убираю. Можно сказать о своих чувствах, что мне не нравится. Мне приятно, когда Very good. Очень хорошо. Можно рассказать о правилах в семье, где все убирают, и порядок. Excellent. Чудесно. In our home, У нас everyone дома picks up after themselves. все убирают за собой. Not really. Ну, не совсем так. Everyone is learning Ну, to pick up after themselves. давайте так, все учатся убирать за собой. I want my son to learn to pick up after himself. И я хочу, чтобы мой сын научился убирать за собой. This is good. Это хорошо. This is very important. И очень важно. Is it the most important thing I want him to learn? Но давайте задумаемся, это действительно самая важная вещь, которой я хочу, чтобы он научился. Because if I come in the house, Потому что я прихожу домой. what's the first thing I notice? Когда я пришел домой, что самое первое я заметил? The mess. Беспорядок. Do I notice the child? Заметил ли я в этот момент своего ребенка? How was his day? А как у него день прошел? Did he win his soccer game? Он же играл в футбол, они игру выиграли. Is he tired? Он устал? Is he mad? Может, он на что-то злится? And what if I come home every day А давайте представим себе, что я каждый день так домой прихожу. and the first thing I say every day when I come home is clean up your stuff? И каждый день первую фразу, которую я говорю, убери за собой бардак. And in my house, this happens every day. И у меня дома такое происходит каждый день. And if I always come home И если я каждый день прихожу домой and the first thing I do is correct my child и начинаю с того, что исправляю своего ребенка every day, каждый день, every month, и каждый месяц, every year, и каждый год, what does that communicate to my child is the most important thing. что услышит мой ребенок, что он решит для меня является самым главным? Cleaning up your things? Что за собой надо убирать? And what is it like for a child А давайте представим себе, каково ребенку. after being away from me all day? Он весь день провел где-то не со мной, He's tired, устал, maybe he's upset,
может даже расстроился. His dad comes in the door, И его отец входит домой. and what's the first thing his father says? И что первое, что говорит Clean его up your отец? stuff. Убери за собой бардак. What's that like? И каково ему? A smart child will learn, Ребенок умный поймет. my dad cares more about my stuff Папе важнее вещи, than about me. чем я сам. Is the stuff the most important thing? Вещи, барахло важнее, самое важное. Or is the person of the child the Или- most important thing? Или это ребенок, личность ребенка самое важное. So he needs to learn to clean up his things. Да, ребенку нужно научиться убирать за собой. But it's not the most important thing. Но не это является самой главной вещью. What is the most important thing? А что является самым главным? That he knows who he is. Что он знает, кто он, I am a child of God. знает, что он дитя Божье, I am loved. знает, что его любят. I am valuable or valued. Про себя он думает, меня любят, я ценен, я ценность, I am cared for. обо мне заботятся, I am respected. меня уважают. Duh. Yes. So, so as parents, И мы с вами, как родители, we need to teach them how to clean up their things, нам надо, конечно, учить их убирать за собой. but we can't lose sight of the first thing. Но нельзя забывать о самом главном. And how do we teach our children the most important things? И как же это сделать, обучить наших детей самым важным вещам? So therapists call this self-esteem. Психотерапевты это называют самооценкой, ценностью себя, уважением к себе, разные термины могут быть. Because parenting is not just about correcting children or controlling their behavior. Воспитание детей, не так скажу, быть родителем не сводится к тому, чтобы детей исправлять Controlling them. или контролировать их поведение. It's about shaping their ideas about themselves. Но формирование их представлений о самих себе. And the way we correct our children Есть способ, при помощи которого мы исправляем детей. will teach them about who they are. И в это время они также получат сведения о том, кем они являются, кто они. Self-esteem Самооценка is defined as our sense of value or our sense of worth. определяется как чувство ценности или все равно чувство ценности, да. Do I understand myself as good and capable? Мыслю ли я себя как человека хорошего и способного? Or do I feel like I am bad and incapable? Или чувствую, что я плохой и неспособный? Self-esteem is a lot like self-worth, Самооценка похожа на собственную ценность, self-confidence, уверенность в себе, self-image, how I see myself, как я вижу себя, представление о себе and self-respect. и самоуважение. And the research in child development shows Исследования в области развития ребенка показывают, that children with good self-esteem, дети, у которых самооценка хорошая, children who feel like they are valuable, loved, and capable, те дети, которые себя ощущают хорошими, способными и valuable, и ценными, do better in life than children with low self-esteem. лучше справляются с жизнью, чем те дети, у которых самооценка низкая. They make better choices. Когда надо принимать решения, они принимают лучшие решения. They resist drugs.
Они могут сопротивляться наркотикам, They resist sexual activity. могут сопротивляться вовлечению в сексуальную активность, They resist temptations и они сопротивляются, противостоят искушениям. better than children who don't feel like they are good and valuable. Лучше, чем те дети, которые не чувствуют, что они хорошие и ценные. Children who feel like they are worthless or bad А те дети, которые чувствуют, что они не имеют ценности, то есть они не ценность или плохие, or feel like they are unlovable and have little confidence, или мало уверены в себе, и у них есть ощущение, что их вообще любить невозможно, are more likely to have unhealthy relationships более склонны к тому, чтобы вступать в нездоровые отношения, and engage in self-destructive or delinquent behavior. и склонны прибегать к саморазрушительному или деликвентному, правонарушительному поведению. Children who don't feel good about themselves Дети, которые по отношению к себе не испытывают теплых чувств, get discouraged more easily and fear failure. быстрее сдаются и больше боятся неудачи. So psychologists understand that this thing they call self-esteem, Так что психологи понимают, что то, что они называют самооценкой, feeling good about who you are, это вот ощущение в отношении себя приятных чувств, is very important for us to succeed in life. оказывается очень важным фактором, который позволяет в жизни испытывать успех. The problem is, Здесь есть проблема. the way the psychologists define self-esteem Она в том, как психологи определяют самооценку. seems to go against what the church teaches us about how we should think about ourselves. И здесь, похоже, психологи идут против того, чему нас учит церковь, как мы должны себя мыслить и ощущать. Thinking highly of yourself, trusting yourself, Они говорят о том, что о себе надо думать хорошо и высоко, себе надо доверять, valuing yourself, or even loving yourself. ценить себя или даже себя любить. They don't seem to be Christian virtues, Вот вышеперечисленное не является христианскими добродетелями. but they seem to be good self-esteem. Но похоже, что вот именно оно составляет хорошую самооценку. The church encourages us to be selfless, humble, and meek. А церковь нас призывает к тому, чтобы мы отвергали себя, мы были смиренными и кроткими. We're supposed to think about ourselves as the chief of sinners. И чтобы мы тоже думали о себе как о главных грешниках. In the patristic literature, И в святоотеческой литературе it seems like self-esteem is like pride or vainglory. похоже, что хорошая самооценка – это гордыня или тщеславие. We're not supposed to think highly of ourselves. Мы не должны высоко о себе думать. Elder Sophrony in Essex Старец Софроний из Эссекса writes that we should love God to the point of hating ourselves. говорит о том, что мы должны любить Бога до такой степени, чтобы начинать ненавидеть себя. So it seems like the Orthodox Christian should avoid self-esteem. И таким образом складывается впечатление, что православный христианин должен как раз бежать хорошей самооценки. And the psychologist should avoid what the church teaches. А психологи учат противоположному тому, чему учит церковь. Question. У вас вопрос? Господь нам говорит, что возлюби ближнего своего как самого себя. Как мы можем возлюбить ближнего, если мы не любим себя? I thought the Lord commanded us that if you don't hate your mother and father
and your brother and sister, you are not my follower. А я думал, что Господь нам говорит, что если мы не возненавидим отца и матерь, и брата, и сестру, то мы тогда не являемся его учениками. Тут получается, если мы будем их любить больше, чем Христа, тогда да. So notice, Давайте отметим это. when we're talking about hate, Когда мы говорим о ненависти, and even self-hate, и даже ненависти к себе, or hating our mother and father, или ненависти к отцу и матери, we need to understand it нужно понимать это, in relationship to our love for God. что это все идет в сравнении с нашей любовью к Богу. Да. So when we think about self-esteem, Вернемся опять к самооценке. how do we teach this to our children? И как нам всему этому научить наших детей? How do we give them good self-esteem? Как сформировать у них хорошую самооценку? And how do we teach them to be humble? И при этом обучить их смирению. So if we look closely Если мы внимательно посмотрим, at what self-esteem really is, чем на самом деле является самооценка, it's not a personal quality, мы увидим, что это не качество, присущее личности, but about a relationship. но характеризует скорее отношения, It has to do with our experience имеет отношение к нашему опыту, that someone knows us, такому опыту, когда есть кто-то, кто нас знает, someone takes an interest in us, кто-то, кто нами интересуется, someone respects and loves us, кто-то, кто нас уважает и любит. we are cared for by someone, Есть кто-то, кто о нас заботится. and someone supports us, no matter what. И этот кто-то нас поддерживает, что бы ни происходило. When we have this experience and belief, И когда у нас есть это верование, и мы пережили такой опыт, we are better able to make decisions, вот тогда мы больше способны принимать правильные решения. persevere through struggles, И в те времена, когда становится трудно не сдаваться и продолжать проявлять усердие. resist peer pressure, И вот тогда сопротивляться давлению сверстников and have healthy relationships. и вступать в здоровые отношения. But notice, Обратите внимание, it's about a relationship. как много здесь происходит из отношений. And if we look closer at the Orthodox tradition, И давайте более внимательно приглядимся к православной традиции. we will notice that the saints and the fathers and the mothers of our church И мы увидим тогда, что и святые, и отцы, и матери нашей церкви, have a deep sense вот у них есть очень глубокое чувство, that they are valued and loved by God. что Бог их ценит и любит. They teach us how much and how deeply God valued and loved them. И они нас учат тому, насколько глубоко Бог их любит и ценит, While they said that they themselves were worthless. признавая при этом, что сами по себе отдельно они не представляют ценности. Their self-esteem and self-worth Их самооценка и их ощущение себя как ценности was not found in themselves, but in their relationship with God. коренится не в них самих, а в их отношениях с Богом. They understand themselves to be created in the image and likeness of God as Christ bearers, icons of Christ. Они мыслят себя как Image and likeness of God, Christ bearers, and icons of Christ. They praise. It's not found in themselves. они мыслят себя как созданными по образу и подобию Бога, носителями образа Бога и в некотором смысле как иконами, отображающими Бога. If we understand ourselves to be icons of Christ, that is true self-esteem. Если мы мыслим себя как иконы, отображающие Бога, вот тогда мы правильно понимаем самооценку. It is not that we are great as humans, but that God is great. He is in us, and He loves us.
Дело не в том, что мы велики сами по себе как люди, но дело в том, что велик Бог. God is great. He is in us and he loves us. Велик Бог, Он нас любит, и Он находится в нас. They recognized that while we were yet sinners, God loved us. И они признают, что при том, что они являются грешниками, Бог все равно любит нас. And they respond with confidence and security. И в ответ они относятся к Богу с уверенностью, с доверием и с послушанием. That comes from being created in God's image and deeply loved by God. И это все исходит из осознания образа Божьего в себе и того, что Бог возлюбил их глубокой любовью. Their esteem was not built on what they thought about themselves. Их самооценка или их ценность не коренится в том, что они сами о себе думают, But on their experience of God's love for them но из их опыта того, как их любил Бог, and their love for God. а также их любви к Богу. It is more accurate to call this God esteem or Christ esteem. И таким образом более точно будет называть это оценкой Бога или оценкой Христа, а не самооценкой. In this way, the saints know themselves to be just earthen vessels. И таким образом святые признают, что они не более чем сосуды из плоти и крови. And they confess that they carry within themselves a treasure of Christ himself. И они признают, что внутри себя они содержат сокровища самого Христа, 2 Corinthians 4:7. самого Бога. Это второе послание Коринфянам, 4 глава, 7 стих. When we base our ideas, our self-image or self-esteem on what we think of ourselves, Когда основой наших представлений о себе, нашей самооценки является то, что мы сами про себя думаем, we are building the house of our identity on sand. можно сказать, что дом самоидентичности, понимания себя самих мы строим на песке. Basing our thoughts, ideas, and beliefs of ourselves on God and His love, Но когда мы строим свои представления, свою самооценку identity, и идентификацию на представлениях Бога о нас, this is building our identity on a solid foundation. вот тогда мы строим все это на надежном фундаменте. And we see in this understanding of self-esteem И когда мы обращаемся к такому пониманию самооценки, God's pattern for creation. мы видим образец, по которому Бог творил этот мир. We might say that to thrive as a human being, И мы можем говорить о том, для того, чтобы процветать как люди, we need this deep internal sense мы все нуждаемся в очень глубоком чувстве, of being known and loved by someone. где-то внутри, что есть кто-то, кто нас знает и очень любит, Having someone who is on our side no matter what. и что он всегда будет за нас, что бы ни происходило. We were created to be in relationship with God. Мы были так созданы, чтобы состоять в отношениях с Богом. So psychologists can observe and identify this phenomenon Этот феномен наблюдается и изучается психологами, but they cannot properly define it. но в то же время они не могут найти ему правильного определения, Because their world does not include God. потому что тот мир, который изучают они, не включает в себя Бога. Just like how Saint Paisios says, Так же, как говорил святой Паисий, you can't find heaven with a telescope, с помощью телескопа обнаружить небеса невозможно. you cannot understand true self-esteem without God. Невозможно понять, что является истинной самооценкой, не понимая и не зная Бога. So it's always God's deep love for the saints
Это именно та глубокая любовь, которой Бог возлюбил святых, that helps them to repent and repent. позволяла им снова и снова проходить покаяние. And the saints respond to God's love И ответом святых глубокой любови к ним Бога by walking in complete obedience to Him. был путь, который они совершали в полном послушании Ему. As an act of love to God. И это проявлялось в активной любви по отношению к Богу. Obedience is our response to a God who loves us first. Послушание – это наш ответ тому Богу, который возлюбил нас вначале, первым нас возлюбил. And this is how Elder Sophroni explains his words to love to the point of self-hate. И вот тогда объясняются слова отца Софрония о той любви, которая становится подобной ненависти к себе. He's describing his experience of God's love. Он таким образом объясняет, как он ощущал эту любовь Бога к себе. Without this experience of God's love, he writes, Он пишет, без ощущения любви к Богу, любви со стороны Бога, we cannot understand. мы этого понять не можем. So how do we do this as parents? И как нам это применять, будучи родителями? As parents, we need to understand that a child's self-image or self-esteem Как родителям нам надо понимать, что самооценка ребенка и представление ребенка о самом себе comes out of our relationship with them. будет исходить из того, какие отношения нас с ребенком связывают. The more a child knows that he is respected, Чем больше ребенок знает, насколько вы его уважаете, that someone is on his side, чем больше он уверен в том, что вы за него, cares for him, вы на его стороне, и о нем заботитесь, takes an interest in him, вы им интересуетесь, no matter what, даже в любых обстоятельствах. the better the child does in life. И вот тогда тем лучше ребенок будет справляться с жизнью. It's easy to think that parenting is about correcting our children or controlling them. Легко думать о том, что для того, чтобы быть родителем, нужно исправлять ребенка и контролировать их поведение. But parenting is more about loving our kids the right way, Но больше быть родителем означает правильно любить детей. more than getting them to behave in the right way. Вот это важнее, чем сделать так, чтобы они правильно себя вели. Parents do not need to teach children that they are great to build up their self-esteem. Не надо, чтобы родители учили детей, что дети великие, ради того, чтобы у детей была положительная самооценка. Or teach them to hate themselves so that they can have humility. Не надо учить детей себя ненавидеть, чтобы у них было смирение. Parents simply need to take an interest in the child. От родителя требуется по-настоящему интересоваться ребенком, только и всего. Respect the child. Уважать ребенка. Set appropriate limits to the child. Устанавливать разумные пределы или границы ребенку. And love the child. И любить ребенка. And the child will naturally develop a sense of self-esteem and humility. И тогда у ребенка естественным образом будет развиваться и здоровая самооценка, и смирение. So how do we do this? И как же нам это сделать? Number one, Ну, во-первых, treat your children like icons of Christ, and they will learn that they are icons of Christ. обращайтесь с детьми так, как они были бы иконами, на которых изображен Христос. И они сами начнут относиться к себе, научатся относиться к себе, как к иконам, на которых Христос. We do not worship icons, Иконам мы не поклоняемся. so do not worship your child. Не поклоняйтесь своим детям. This is a problem in Greece. Это становится проблемой в Греции. By indulging your children's desires, giving in to what they want, you're worshiping the icon. Когда вы потворствуете желаниям ребенка, вы ему таким образом поклоняетесь, не делайте этого.
If a child grows up in the home, getting whatever he or she wants and never having to work, Если ребенок вырастет в том доме, в котором он постоянно может получать то, что он хочет, и никогда ему не придется работать, we destroy the child. мы так разрушим ребенка. And we don't deface an icon. We don't vandalize an icon. А также мы, как вандалы, не будем ломать и разбивать иконы. I love being in Moscow and going into your beautiful Russian Orthodox churches. Я обожаю приезжать в Москву и потом ходить по вашим православным церквям. They are filled with beautiful icons. Они полны превосходных, великолепных икон. We would be horrified if somebody spray painted the icons. И мы испытали бы ужас, если бы кто-нибудь из баллончика спреем закрасил бы их краской. But what is worse, to spray an icon Но давайте посмотрим, что же хуже, вот так распылить краску на икону or to assault a child, an icon of Christ? или оскорбить ребенка, который является иконой Христа. When we criticize our children, Мы, когда критикуем детей when we ignore them, или игнорируем их, when we hurt them, или причиняем им боль, we are defacing an icon. мы таким образом повреждаем икону. We don't need to build our children up or put them down. Нам не надо высоко возносить наших детей, и нам не надо их опускать. We just need to walk with them through life. Мы должны по жизни идти рядом с ними. They don't need to be protected from difficulties. Детям не требуется, чтобы их от сложностей защищали. They need just someone to walk next to them through the difficulties. Им нужно, чтобы через трудности кто-то прошел вместе с ними. They don't need to be criticized when they make a mistake. Когда они совершают ошибку, им не требуется, чтобы их критиковали. They just need someone who respects them enough Им требуется, чтобы был кто-то, кто достаточно их уважает, to learn from their mistakes. и тогда они научатся на свои ошибки. They don't need everything they want. Они не нуждаются во всем, чего хотят. They need to learn no. Они должны научиться, что есть слово «нет». We do not give in to their desires, Мы не поддаемся их желаниям, but we set age-appropriate limits. но мы устанавливаем границы им, соответствующие их возрасту. We teach them how to listen to their mother and their father. Мы учим их, как надо слушаться отца и мать. We teach them that no means no. И мы обучаем, что «нет» означает «нет». But we do this in a respectful way. И делаем это с уважением. We need to learn to listen to our children. Мы должны научиться правильно слушать наших детей. Feeling loved by your parents has more to do with feeling heard. Для того, чтобы почувствовать, что наши родители нас по-настоящему любят, нужно больше почувствовать, что они действительно нас слушают. Rather than getting everything they want. Это важнее, чем получать все, что им заблагорассудится. But it's much easier for parents to notice their mistakes Но родителям-то, конечно, легче замечать ошибки детей, rather than ask them what they're thinking, а не спрашивать, а что ты об этом думаешь? what they're learning, Узнавать, а чему они сегодня научились. how they're feeling. Спрашивать, а что вы чувствуете? Children need to be in homes Дети должны расти в том доме, where they feel welcome. когда они чувствуют, что там им рады. And it's tempting in family life Но в семейной жизни существует большое искушение to point out our children's faults, указывать на недостатки наших детей, to label them. вешать на них ярлыки, You're just lazy. говорить, ой, ты лентяй. Or that is a typical thing for you because you're lazy. И сказать, ну, конечно, ты же в своем репертуаре, ты же лентяйка. Or what a surprise you shared with your sister. Или сказать, ой, удивитесь все, ты поделилась со своей сестрой. В кои-то веке. Because we think we know our child. Мы-то думаем, что мы знаем наших детей. This one is lazy. Это лентяйка, This one is jealous. а вот это завидует, And this one is angry. а вот этот злюка. And we treat them like that.
И соответственно развешенным ярлыкам мы с ними обращаемся. And in the home, И в таком доме a child will learn these things about themselves. именно это ребенок о себе усвоит. And that is destructive. И это его будет разрушать. Because the home is a place Потому что дом – это то место, where we should feel at ease. где нам должно быть спокойно, We should feel welcome. где мы знаем, что нам рады, We should feel loved. где мы чувствуем, что нас любят. And we should learn how to share. И там же мы должны учиться делиться. We should learn to be kind. Там же мы должны учиться проявлять доброту. And we should learn to be respectful. И мы должны учиться вести себя уважительно сами. And when our love for our children И когда наша любовь к нашим детям looks like God's love for us, напоминает ту любовь, которой Бог любит нас, our children get a clear and true idea about who they are. вот тогда у наших детей формируется ясное и четкое представление, кем являются они сами. And when our homes are connected to the church, И когда наши дома оказываются связаны с церковью, they learn that this is God's love for all of us. они познают Божью любовь ко всем нас, ко всем нам. And that the church is not a place that is focusing on our misbehaviors, И так они понимают, что церковь это совсем не то место, которое все внимание уделяет тем случаям, когда мы неправильно себя ведем. but the church is a place where we encounter God's love Но церковь это то место, где мы встречаемся с Божьей любовью. and learn to obey God as a response to that love. И тогда мы учимся любить Бога в ответ на Его любовь. And when our homes are filled with this love, И если наши дома наполняет именно такая любовь, connected to the church, и все это в связи с церковью, we foster the work of divine grace. вот тогда мы являемся временным хранилищем божественной благодати, Of the Holy Spirit Святого Духа, that Sister Magdalene writes about, о которой писала сестра Магдалина. that forms the real self-esteem in our children. И вот тогда у наших детей формируется истинная самооценка. So now let me ask you, Вот теперь хочу задать вам вопросы. you come home at the end of the night, Вечером, возвращаясь домой you trip on dirty soccer shoes, с работы, вы запинаетесь за грязные бутсы. you look at the couch and you see your son who's in a dirty uniform, И, глядя на диван, обнаруживаете там своего сына в грязной спортивной his форме. backpack and all his things are on the floor. И рюкзак, и все вещи валяются на полу. Now tell me, what's the first thing you say? И вот теперь что вы скажете своему сыну? Христос воскрес! That is the best answer. Ну, это, конечно, всегда лучший ответ. What would your son learn if the first thing you say is Христос анести, Христос воскрес? И чему научится ваш сын, когда первая вещь, которую вы скажете, Христос воскрес? That is the most important thing. Что вот это является Да. самой важной истиной, да? And then you go give him a hug, А вот потом вы идете и обнимаете своего сына you ask him about his day, и спрашиваете, как прошел его день. it can be 2 minutes. На это у вас уйдет, ну, например, 2 минуты. And then you say, are you tired? И потом вы спрашиваете, устал? And he says, yes. Он говорит, устал. And then you tell him you can sit on the couch for 2 minutes, И вы ему говорите, ну, 2 минуты ты можешь еще посидеть на диване. and then you need to pick up your stuff. А потом бегом убирать за собой барахло. Да? А может быть спросить, ты Questions сможешь or убрать? comments? Вот сейчас, если есть вопросы или комментарии, можно. What's that? Sorry. А может быть спросить его, а ты сможешь убрать за собой? Ну, то есть он сказал, что он устал, ну, как бы не то, что 2 минуты давай тебе, а ты сможешь убрать? Вот так вот. No. Нет, так нельзя. Because he needs to learn, even when you're tired, you got to pick up your stuff. Потому что ему нужно понять, что даже когда ты устал, убирать за собой все равно надо. But how is he going to learn Но как он этому научится? that a man
even when he's tired, still works hard. Мужчина, даже когда он устает, он даже в этом случае все равно будет напряженно работать, должен работать. How is he going to learn that? И как ему этому научиться? You're going to show him. Именно вы будете ему это показывать. This is the top of the hierarchy. И вот это идет с самого верху иерархии. The man is the king of the house. Мужчина царь в доме. But it's Christ's kingship. Но самый главный царь это Христос. No matter how hard it is, И вне зависимости от того, насколько сложна работа, we love and we serve. мы продолжаем любить и служить. So notice, it's not me cleaning up. Обратите внимание, не моя задача убирать. I have the harder job. У меня задача более сложная. I have to ignore the mess, Мне надо этот бардак проигнорировать. sit with my child for 2 minutes, 2 минуты посидеть с ребенком. and then enforce the rule. И потом установить правила. Questions or comments? Вопросы или комментарии? Если он не убрал. Через 2 минуты. Да, не убрал. Right? Absolutely. Абсолютно точно. Right? Да? Do you think he's going to clean in 2 minutes? Но вы думаете, через 2 минуты он уберется? He's 12. 12 лет. Do we expect our child at 12 to be able to do the hard thing? Мы ожидаем, что наш сын, которому 12 лет, способен справиться с такой сложной вещью. Do we always do what we're supposed to? Мы всегда делаем то, что нам положено делать. Yeah. Что такое делать? What do we do? Number one, Что мы делаем? Во-первых, we don't expect him to do it. мы, во-первых, не ожидаем, что он это сделает. We expect him to be learning to do it. Мы ожидаем, что он будет учиться этому. So what's the best way to teach him it's time for you to pick up? Как самым лучшим способом научить его тому, что сейчас надо встать и начинать убираться? Tell me. Скажите, пожалуйста. А разве мы до 12 лет не должны были его этому научить? Really? Да. How's your husband doing? Ask her. Как поживает ваш муж? It's our responsibility Да, это наша ответственность. to teach them their inner life. Научить, что у них есть внутренняя жизнь. They might struggle their whole life to clean up. Возможно, они всю свою жизнь будут иметь трудности с тем, чтобы убирать за собой. Let his wife teach him. Пусть его жена доучит тому, чему не доучили. But the question is, what should we do if we expect him to learn? Но все-таки отвечу на вопрос, что мы хотим сделать, что нам надо сделать, если мы хотим, чтобы он учился убирать за собой. Do not expect him to have mastered it. Не ожидайте, что он будет это делать с высокой степенью мастерства. We expect him to learn. Мы ожидаем, что он будет этому учиться, Or to be learning. что он будет в процессе обучения. So now I would like to hear И вот сейчас я хотел бы услышать от вас some of the great suggestions that some of you gave earlier. некоторые из тех замечательных предложений, которые вы говорили ранее. Do it with him. Вот здесь что-то сделать с ним. Tell him how it makes you feel. Сказать, какие у вас ощущения от того, что вы запинаетесь и чуть не падаете. I would say to him, Я бы сказала ему, if you pick up in 2 minutes, я бы сказала, вот если за 2 минуты все соберешь, I will help you. тогда я тебе помогу. But if you wait, Но если будешь ждать, you have to do it by yourself. будешь все делать один. I would also tell him, А еще бы я ему сказала, it's hard to get up off the couch to clean your things. сложно вставать с дивана, чтобы идти за собой подбирать разбросанное. It's much easier to put them away before you go on the couch. Гораздо легче все убрать и потом уже идти на диван. Right? Да? I want him to learn about the struggle. Я хочу, чтобы он научился, как вести себя, когда происходит какая-то борьба и преодоление. We are forming kids to leave our home and succeed in their life.
Мы воспитываем детей так, чтобы в какой-то момент они ушли из нашего дома и прожили успешную жизнь. So when he has his own apartment, В какой-то момент у него будет своя собственная квартира, and it's a mess, и там в какой-то момент будет беспорядок, he will remember my words. и тогда он вспомнит мои слова. And what words do we want our children to remember? И какие слова мы хотим, чтобы наши дети помнили? You're lazy, Лентяйка или лентяй? or it's easiest to clean up right away, don't wait. Или чтобы был порядок, самое простое, сразу убирать все по своим местам, не надо ждать. Because whatever we say in that moment, Потому что именно то, что мы говорим в этот самый момент, we will say it 1,000 times. мы именно это будем говорить и дальше 1000 раз. And when he's on his own, И потом, когда он будет жить сам, he will hear our voice. он услышит эти слова, сказанные нашим голосом. So choose your words wisely. Пожалуйста, с мудростью выбирайте слова. The last thing I want to say, Последнее, что я хотел бы вам сказать. the more my son feels connected to me and feels my love, Чем в большей степени мой сын ощущает, как мы связаны, и в большей степени ощущает мою любовь, the more strength he has to struggle. тем больше силы у него будет, когда ему потребуется чему-то противостоять. Если мама запнулась, а сын лежит. Мама запнулась, а сын лежит. Что делать в этом Сын, да, так случае? же самое, только мама пришла, а не полная семья еще. Вот Jesus mom, she walked in and she stumbled over it, and her son is lying on the couch. What's the difference? The difference is that it's much more difficult. Ну, разница будет в том, что сделать все это будет гораздо сложнее. But it's the same process. Но процесс будет тот же самый. But without a dad in the home, Но если дома нет отца, there might be a bigger struggle on this boy's heart. то, возможно, этому мальчику придется преодолеть более сильные сопротивления во время борьбы. All we can do is support the single mom, Что можем мы делать со своей стороны? Предоставить маме поддержку, когда она одна. as a church supporting the single mom, Церковь поддерживает мам, когда они одни. so the single mom is not alone, but part of a community who loves her. Мама воспитывает этого ребенка не одна единственная, а как часть общины или прихода. And we don't judge her if her home is a little messy. И мы не будем ее осуждать, если у нее дома не все будет в порядке. Because sometimes a single mom can't get to everything. Потому что иногда у мамы, которая одна, просто руки до всего не доходят. But we want her to get to church where she can be loved and supported. Но мы очень хотим, чтобы она ходила в церковь, где ее будут любить и поддерживать. Because I am sure that your Orthodox churches here Я уверена, что здесь ваша православная церковь. love and welcome single mothers. Она любит и привечает мам, которые воспитывают детей одни. Да? Да? So. So. Ну так. This is our call as Christians. И вот это вот сейчас мы услышали призыв все христиане. In America, it's not the two parents and the children that need the help. В Америке в тех случаях, когда есть двое родителей и дети, когда люди нуждаются в самой большой помощи. It's the single mom or the divorced family. Это когда мама одна или когда родители развелись. Or the teenager who's pregnant. Или когда беременеет подросток. Or the adopted family. Или когда в семье есть усыновление, удочерение. Or the step family. Или когда в семье оказываются сводные братья и сестры. These are much more difficult situations. Эти ситуации гораздо сложнее. So we should focus specifically on these families. И по этой причине в фокусе нашего внимания должны быть именно эти семьи. But in America, Но в Америке, when this happens, когда случается подобное, they won't come to church. эти люди не идут в церковь. Why won't they come to church? Ну а зачем им идти в церковь? Because they feel the love of all the community?
Что они там ощутят любовь всего прихода? Нет. This is our sin. Это наш общий грех. The goal of the Christian life is not to stay married. Целью христианской жизни не является оставаться в браке. Because this might not be in our control. Потому что могут происходить события, которые контролировать мы совсем не в состоянии. The goal is to love God and love our neighbor. Наша цель — любить Бога и любить ближнего. And Christ identified himself with the widows and the orphans and the outliers. И помните, Христос себя идентифицировал, присоединял к себе, к сиротам, вдовам и тем, кого изгнали. The more our communities welcome these people, help them, support them, and just love them, Чем больше наши общины и приходы будут поддерживать этих людей, привечать их, и, любить и заботиться о них, the more free the single mom is, тем больше свободы будет у той мамы, которая воспитывает ребенка одна. to sit with her son for 2 minutes on the couch, Вот найти те 2 минуты, чтобы просто посидеть 2 минуты со своим сыном. and we do our best to clean up the shoes. Ну и постараться, насколько мы можем, убрать эти ботинки. Скажите, то есть вот в христианской такой парадигме получается, что не может быть завышенной самооценки, которую часто приписывают светские психологи. Простите, пожалуйста, не смогу перевести, пока не пойму, не очень поняла, о чем вы говорите. Скажите, пожалуйста, немножко иначе. Но очень часто говорят, что у человека завышенная самооценка. Ага. Вот в православном взгляде христианства получается, что вот понимание самооценки, что она завышенной быть не может. То есть никто не может иметь завышенную самооценку? В этом вопрос. Сейчас так скажу. Is it true to say that in a Christian paradigm no one ever has a self-esteem that is way too high and realistic, or did I get something wrong? To have a self-esteem that's way too high. Self-esteem for the Christian Самооценки для христианина is love for God. это любовь с Богом. And the greater we have love for God and grow in that love, И чем большую любовь мы имеем к Богу, и чем больше мы в этой любви возрастаем, the less we think about ourselves. тем меньше мы задумываемся сами о себе. And when we're in relationship with God, И когда мы находимся в отношениях с Богом, because He is perfect, потому что Он-то совершенен, we don't need to think about ourselves at all. тогда нам совершенно нет никакой необходимости самим про себя думать. Because He will always take care of us. Потому что Он всегда о нас позаботится. But with our husband, Но, допустим, когда мы с мужем, it's a little different. там другие законы работают. We need to say, I don't like that. Нам нужно иногда говорить, вот это мне не нравится. You're not paying attention to me. Ты мне не уделяешь внимания, ты меня не слушаешь внимательно. I don't like it when you talk to me like that. И мне не нравится, когда ты так со мной разговариваешь. I feel like I'm your slave, and that's not okay. И иногда мне кажется, что я тебе рабыня, и это не окей. Because in marriage, Потому что в супружеских отношениях we're learning this love. Мы учимся этой любви. So there's a place to speak up in marriage. И в брачных отношениях иногда требуется очень ясно сказать о том, что с нами происходит. But the more we grow closer to God, Но чем ближе мы становимся к Богу, the less we need to pay any attention. тем меньше нам нужно обращать внимание на другие вещи. So it's a path, it's a journey. Давайте смотреть на это как некий путь и на некое путешествие или пеший поход. Specifically a journey of growing closer to God. И это путешествие, которое приводит ближе к Богу. With our husband. И мы идем с мужем.
громко. С учетом специфики России вопрос о том, как научиться этому папе иметь такую самооценку, о которой мы сейчас говорили, в процессе, когда он в своей семье подобного опыта не имел, и сейчас у него возрастает ребенок, которому нужно демонстрировать и обучать такой самооценке. Да, а его самооценка, то есть как отношение с Богом, только начинает развиваться и еще не набрала какой-то силы. Right? Все правильно, все верно. Because what did the man learn from his dad? Потому что есть что-то, чему мужчина научился у своего отца. So my answer is, Мой ответ такой. the more we look at the lives of the saints Чем больше мы изучаем жития святых, and what type of men they were, и какими мужчинами были они, the more we can understand what it means to be a man. тем больше мы можем понять, что это значит быть настоящим мужчиной. Because if we have ideas about what it means to be a man and a father, Потому что если мы свои идеи о том, что это означает быть мужчиной и отцом, and it's from our dad or from the culture, черпаем из того, какие отцы были у нас, или из того, что нам говорит культура, it might be difficult to be a man the way God reveals to us what real manhood is. то может оказаться очень сложно развиваться в том направлении, в котором Бог видит настоящего мужчину и видит настоящую мужественность. When my children backtalk to me, Когда мои дети огрызаются, когда я им что-то говорю, or get mad at me, или на меня злятся, I'm a Greek male, давайте не забывать, что я мужчина и грек. and in my head, the image of what my dad would do comes to my mind. И, конечно, в голове я вижу картинку того, как поступил бы в этой ситуации мой отец. But what also comes to my mind Но это не единственная картинка. is Saint Seraphim of Sarov, Приходит еще картинка святого Серафима Саровского, Saint Nectarius of Aegina, святого Нектария Aegina is Greek. Эгейского, извините. The men in our church И мужчин из нашей церкви. who model for us И они являются для нас моделями true strength. истинной силы. And true strength И истинная сила is not to get upset over some silly shoes. это не каждый раз расстраиваться из-за каких-то глупых ботинок. True strength А настоящая сила is to stay peaceful, это сохранять мир, step over the shoes, переступить через эти башмаки and love the child. и любить ребенка. Which one is harder? И что здесь сложнее? To explode Взорваться в гневе or to be patient? или проявить терпение? To be mad Злиться or to be gentle? или быть нежным? It takes real strength На что to be gentle. требуется истинная сила на то, чтобы быть нежным. But many men need to relearn that. И многим мужчинам требуется переучиться And to believe that. и самим в это поверить. What I have learned as a dad Я, как отец, вот что понял. is that my role is not that my kids should do whatever I say. Что моя роль не состоит в том, чтобы заставить детей всегда говорить то, что я им говорю, делать всегда то, что я им говорю. That when I come into my house, only I talk. Что я пришел домой, говорю я, все замолчали. Only my opinion gets heard. У меня есть мнение, и только к нему надо прислушиваться. I decide what's on the television. И я решаю, что мы смотрим по телевизору. I decide what's on the radio. И я решаю, что мы слушаем по радио. I decide what's for dinner. Я решаю, что мы едим на ужин.
that's just imposing my selfishness on everybody. Если я бы так поступал, я бы заставлял всех подчиняться своему эгоизму. That's easy, and that's a sign of weakness. Это легко, и таким образом это является проявлением слабости. It's much harder И гораздо сложнее, to be the last one to speak, когда говорить последним, to make sure everyone else gets a chance to share their ideas, что у каждого другого человека была возможность выразить свои идеи, to find out what they want to watch on television, понять и разобраться, чего бы они хотели смотреть по телевизору, to make sure each one of them feels heard, и убедиться в том, что каждый из них чувствует, что его слушают по-настоящему. and then И тогда принимает решение. So I make the decision. Я принимаю решение. That's my authority. И это моя власть. But I don't get my way. Но не в соответствии с тем, чтобы было по-моему. That's selfishness. Потому что это будет эгоизмом. And we need to learn that. И это нам тоже надо усвоить. And we need to see that. Нам нужно это видеть. And there are not enough men in this room for me to talk any more about this. И мне кажется, что здесь просто в комнате недостаточно мужчин, чтобы я продолжал дальше об этом говорить. Говорить это очень важно. Мы говорим своим Do not go home and tell your husband Вот, пожалуйста, не надо приходить домой и говорить мужу, that some American says you should listen to me. что приезжал американец, и вот он сказал, что ты должен меня слушать. Не надо. But notice, this is not an American thing. Обратите внимание, что я вас не тому, как по-американски учу. This is an Orthodox thing. Это по православному. This is the gospel of Jesus Christ as we understand it in the church. Это то, как церковь, мы в церкви понимаем святое Евангелие Господа нашего Иисуса Христа. So how can we go to church and we hear this message of the King of the universe who humbles himself, washes feet, and offers his life? Давайте слушать послание Царя Вселенной, который пришел, служил, омывал ноги, любил и заботился. And then walk into our house and be a dictator. И как после этого можно идти домой и быть там диктатором? But I really want to be clear. Но я хочу, чтобы меня поняли ясно. And I tell this to my children. И детям я тоже так говорю. I am the king of my house. Дома я царь. But a king who listens, Тот царь, который слушает, a king who serves, который служит, a king who pays attention to the child on the couch more than the shoes on the floor. и тот царь, который ребенку, который сидит на диване, уделит больше внимания, чем бутсам, которые валяются в проходе. And when they experience that love, И после того, как они ощутят эту любовь, it's easier for them to do what I say. им будет гораздо легче сделать то, что я им велю. And what I tell them to do И то, что я им говорю делать, is not what I want. это ведь не то, чего хочется мне. It's what's true and good and right. Это то, что истинно и хорошо и любезно. Еще очень важный вопрос. Спасибо вам огромное за такое прекрасное выступление. Есть главная проблема. У нас дети и молодежь уходят из храма, уходят из церкви. Что делать, чтобы они остались в храме, в церкви? И какое ваше решение конкретно в вашей семье? Спасибо. Great question. Великолепный вопрос. So I was guided around Moscow today Меня сегодня водили по Москве, by an atheist водил меня атеист, who likes communism. который любит коммунизм. A Russian from Moscow. Ну, это русский из Москвы, да? Русский москвич. And he told me his experience of the church. И он мне рассказал, какое у него впечатление от церкви. And he said the purpose of the church
Он сказал, ту целью ведь церкви что является? from what he has seen, Ну, из его опыта, что он видел, is to keep the rules. это чтобы люди следовали правилам. And the church really has no business И у церкви нет никакого другого дела, addressing real issues in modern life. она не имеет никакого отношения, не касается никак реальных проблем, происходящих в жизни сейчас. That the church is supposed to hold on to these things from the past. Церковь, она для того, чтобы держаться за прошлое. So if in your home, И если у вас дома your children experience ваши дети испытывают, that the church is a place that's holding on to things from a long time ago, такой же опыт, что церковь, она вцепилась во что-то в прошлом, why would they have an interest in that? то им-то какой интерес заниматься этим все вместе с церковью? I went to a place like that today. И сегодня я был в подобном месте. I went to the armory in the Kremlin, Я ходил в оружейную палату в Кремле, and it was beautiful. и там было прекрасно, очень красиво. Many religious things Там было много религиозных вещей, behind glass, они были в стеклянных витринах, very beautiful. действительно очень красивые. People told me it was very important. Мне люди говорили, что эти вещи очень важны. It was kind of boring. Мне уже было скучно. If that is our experience, if that is how our children experience church, like a museum, И если наши дети подобный опыт испытывают в церкви, для них что церковь, что музей. they're not going to go to a museum no matter how much you tell them how important it is. Наши дети же не пойдут в музей, вне зависимости от того, как много раз мы им сказали, что это для них важно. It's like going to a museum with a historian. Вместо этого представьте себе, как это ходить в музей с историком, And he tells me how important this piece of metal is from 1,000 years ago. который мне будет рассказывать о важности куска металла, которому уже 1000 лет. And the child is thinking, when can I go out and have a cup of coffee? И ребенок стоит и думает, когда уже отпустят наружу, можно будет выпить, например, кофе. That is not the living tradition of the Orthodox Church. Но это же не является живой традицией православной церкви. If, on the other hand, А с другой стороны, our children encounter the Holy Spirit, наши дети будут переживать встречу со Святым Духом, who's alive, который жив, who's in us, который в нас, who allows us to thrive and have happy marriages and happy families, который позволяет нам процветать и быть счастливыми, и быть счастливыми в браке. if our children experience that love, Если наши дети испытывают подобную любовь, they are naturally drawn to that. тогда их будет естественным образом туда тянуть. But where can they experience that type of love of God that is revealed in the church? Но где они могут ощутить и испытать такую любовь, которая явлена церкви? When will they learn that life is about the rules or life is about love? Когда и где они поймут, любовь – это про правила, и Сейчас я забуду правила. Love. Is life about rules? да, извините, Or is сейчас life я about love? справлюсь. Жизнь – это про что? Это про соблюдение правил или про любовь? Где наши дети этому научатся? Who is going to teach them? И кто их этому будет And учить? when are you going to teach them? И когда их этому будут учить? What's the answer? И какие ответы? Every day in their houses. Каждый день этому их будут учить в домах. Every day in their houses, Каждый день у них в домах. when you come home at the end of your day Когда вы возвращаетесь домой в конце дня, and you see the muddy shoes и видите эти грязные бутсы, and you see the dirty kid on the couch, и грязного ребенка на диване. this is our tradition. И это наша традиция. This is church. И это церковь.
Do you think Jesus died on a cross to set up museums? Вы думаете, Иисус умер на кресте для того, чтобы основать музеи? He died on a cross and rose for our children who have to live in this crazy world and are looking for what's true and are hungry for something meaningful. Он умер на кресте ради наших детей, которым предстоит жить в этом сложном мире, пытаясь понять, что истинно, и которые отчаянно испытывают отчаянный голод, понимание того, а что важно, что действительно имеет значение. And what is more important to you? Shoes on the floor, or that our children stay connected to God and His church? И что для вас важнее, вот эти бутсы на полу, или чтобы ваши дети испытывали связь с Богом в церкви? Even if you never get your house clean until they're left. Даже до тех пор, пока вам не удастся до самого момента, когда дети вырастут и покинут ваш дом, как следует убраться. It's not easy. Это нелегко. My house is a mess. И дома у меня бардак. Although my wife might see this recording, so it's pretty clean. Давайте вот это вот перепишем. Может быть, моя жена, будет увидит это видео, поэтому я скажу, что дома у меня чисто. But every time I see shoes on the floor, когда я вижу башмаки на полу, I remind myself. Вот тут я себе напоминаю. This is an invitation. Это для меня как приглашение. To teach our children. Чтобы учить своих детей. What is the most important thing? Какие вещи являются главными? What's the most important thing? Какие вещи являются главными? Христос воскресе! Right? So that's my answer. And I mean it. Вот такой вот ответ я даю, и я имею в виду это всем сердцем. Аминь. Большое спасибо за такое яркое выступление. Вы знаете, у меня немножко тяжелый и провокационный вопрос. У нас в русской литературе есть персонаж, один из самых главных и ярких для нашего культурного кода. Немножко с паузой говорите. Персонаж, которого знают все, любой человек в этом зале, любой школьник. Это Тарас Бульба, герой, который убивает своего сына, который стал предателем и сражается против отца и его войска, скажем так. Из-за страсти гречи. Да. В вашем представлении есть ли действительно какие-то границы, какие-то драматичные вещи в жизни детей, которые могут вывести их вот из поля родительской любви, когда разрыв отношений, конечно, не убийство, а вот разрыв отношений становится драматичной, но единственной возможной какой-то формой. Я немножко не поняла, вы можете попроще переформулировать? Я перевела до того момента, когда сын Тараса Бульбы становится предателем и начинает войну против вот этой вооруженной группы своего отца. Да. Есть ли какие-то вещи, которые могут сделать, естественно, взрослые уже дети, которые являются поводом вот для такого принципиального разрыва, которые могут вот прекратить эти взаимные отношения, вывести детей из поля родительской любви. Со стороны отца разрыв осуществляет отец? Да. Извините, может, там же против православной веры он пошел. Не просто против отца вооруженных, против давайте веры. Я вот этот вопрос переведу, а потом если... Как можно более четко, потому что перевести всегда очень трудно. Особенно русскую речь придать. Важный комментарий. Good reasons for which he adopts longer than break the connection with Catholic his son
Да. Да. Absolutely. I would say absolutely. Отвечая на вопрос, есть ли вещи, есть ли правильные причины, хорошие причины, по которым взрослый отец может прервать общение со своим взрослым сыном там, или с взрослым ребенком, ответ мой да и абсолютно да. Because I am a king in my home. Потому что у себя дома я царь. But I'm obedient to God. Богу я послушаюсь. So I follow the church. И я следую за церковью. The rules in my house are not from me. И не я установил правила у себя дома. They're from the church. Эти правила от церкви. I teach my children to listen to me. И я обучаю своих детей слушать меня. Not so they grow up and do what I say. Не для того, чтобы уже вырастя, они делали именно то, что я им сказал. But so they grow up and learn to do what God says. Но чтобы они выросли и знали, как делать то, что им говорит Бог. My goal is to have them taste that love. Моей целью является ощутить эту любовь, попробовать ее на вкус. Understand that this is Christ, His church. И понять, что это от церкви и это от Христа. But when he grows up, И вот тогда, когда он вырастет, he has to choose that. у него будет возможность именно это выбрать для себя. And if he chooses to walk away from God, И если он сделает выбор уйти от Бога, he might be choosing to walk away from me. он одновременно может делать выбор уйти и от меня тоже. But I need to be clear Но мне нужно это донести очень ясно, that I am following God. что я буду идти за Богом. In America, В Америке in some families, есть такие семьи, if your daughter wants to marry a black person, в которых, если дочка, допустим, хочет выйти замуж за чернокожего, even if he wants to become Orthodox, and he's a beautiful man, a hard worker, responsible, даже если он согласен быть православным, он прекрасный человек, и очень много работает. the father says, I will cut you off. Тогда отец может сказать, тогда я разорву наше общение. The church doesn't teach that to us. Но церковь нас этому не учит. So we follow the rules of the church. Поэтому мы будем следовать правилам церкви. And we will always love our child, Ребенка мы своего всегда будем любить. but we might not be able to always support them. Но не во всем мы сможем их поддерживать, возможно. Несколько вопросов. Вот первый такой вопрос по ходу. Но церковь также и не учит нас внешней чистоте, но внутренней. Поэтому тяжело обосновать, Делайте паузу. тяжело обосновать уборку в квартире, законами Царства Божия. Oh, I agree. Say as a joke, he says he agrees. Ну, вначале я хотела пошутить и сказать, что да, я с этим, конечно, согласен. It is very important that we are good stewards of everything God gives us. Но для нас очень важно быть мудрыми распорядителями всего, что нам Бог доверяет. And it reflects our thanksgiving to God when we keep an ordered home and an ordered city and an ordered world. И в этом проявляется наше уважение, благодарность к Творцу, когда мы в порядке содержим и свой дом, и свой город, и свой мир, всю свою землю. All of creation and everything in my home is a gift. Все творение и мой дом тоже является даром мне. So I need to do my best to be a good steward and to take care of these gifts. И поэтому мне надо со всем старанием быть хорошим распорядителем и в хорошем состоянии поддерживать этот дар. And it's important for me to teach that to my children. И также для меня является важным этому обучить своих детей. It's just not the most important thing. Но просто это не самая важная вещь. And leaving his shoes and things around the floor А когда он оставляет свои башмаки и другие вещи на полу, is disrespectful to everyone in the house. это проявление неуважения ко всем живущим в доме. I want him to learn that too. И вот это я тоже хочу, чтобы он понял. Можно второй еще вопрос?
в психологии, да, есть такой закон Выгодского, что внешняя деятельность переходит во внутреннюю. Профессор психологии Богословской, он ужасный psychology and he responds more that any outside action will be internalized. Но никто не знает, как это происходит. But no one, механизм неизвестен. But the mechanism is unknown to everyone. No one knows how it is done. Вот, и вопрос. Как вам кажется, как послушание, внешнее послушание, да, ребенка родителю, как оно превращается во внутреннее послушание, которое идет от сердца? Да. Вопрос был задан как, да, несколько раз. When my child really wants to do something, Давайте представим, что мой ребенок действительно что-то очень хочет сделать. and I tell him no, А я ему сказал нет. he thinks Он думает, it's impossible for me. I must have this. ну как же так? Как же я могу этого не сделать или это не получить? Я же так этого хочу. But I force him to not have it. Но я его принуждаю к тому, чтобы этого не делать. And he learns two things. И из этого он выносит два урока. Not to want something so much, Может быть, не стоит чего-то так сильно хотеть. and that he is capable of not doing something. А также, что он способен чего-то не делать. So this happens in my home all the time. И такое у меня дома происходит постоянно. When I tell my boys it's time to get up early in the morning, Когда рано утром я мальчикам говорю, что надо вставать. and they say it's impossible to get up, we are too tired, И они мне говорят, невозможно встать, мы слишком устали. I count to 3, А я досчитал до 3, and I go get them up. и я заставляю их вставать. No choice. У них не остается выбора. I'm the king. Я царь. But I'm the king who's serving them. Но я тот царь, который им служит. And what do they learn? И чему они учатся? I didn't think I could get up. Мой ребенок думает, я-то думаю, что я не способен встать. But I can. Но оказалось, что способен. The third situation. Еще третья ситуация. This weekend, while I'm in Moscow, Эти выходные я провел в Москве. my wife wasn't home, Жены не было дома, so we needed to send the boys away for the weekend with a friend. поэтому мы наших детей отправили на выходные к своим друзьям. And because I have such beautiful children, А потому что у меня просто сокровища, а не дети. they said, we don't want to go, we're not going. Они сказали, мы никуда не поедем, мы остаемся. Of course, they didn't have a choice. Но выбора у них на самом деле не было. But they did not want to go. Но ехать они никуда не хотели. I forced them. Я их вынудил. I knew they would have a beautiful weekend. Я знала, что у них будут замечательные выходные дни. But they did not want to go. Но ехать они, тем не менее, не хотели. So now I called them Я им позвонил and I asked them about their weekend. и спросил, как прошли ваши выходные. And they said it was a really beautiful weekend. Они сказали, это были превосходные выходные. What did they learn? И чему они из этого научились? They learned sometimes what I think is different than what's true. Они научились тому, что иногда то, что они думают, будет отличаться от того, что есть на самом деле. Sometimes I don't think I can do it, Бывают ситуации, когда мне кажется, что я что-то сделать не могу. but I really can. Но на самом деле могу. Sometimes I feel like I have to have something, Иногда мне кажется, что мне что-то прям необходимо, я не могу, если я буду, если не получу. but I actually did fine without it. Но потом обнаруживаю, что да нет, ничего, обошелся. This internal process
Это тоже внутренний процесс. is what they need И он требуется, to be hardworking adults чтобы снаружи он поддерживался взрослыми людьми, которые готовы тяжело трудиться, loving husbands, любящими мужьями and good fathers. и хорошими отцами. To learn that I don't really need to have something when I really want it. И тогда дети могут научиться, что даже если я чего-то очень хочу, возможно, я все равно в этом не нуждаюсь. That I can do something even when I don't feel I can do it. Они могут научиться, что даже когда у меня нет ощущения, что я что-то могу сделать, я иногда это делать смогу. And sometimes I need to trust А иногда надо понять, что мне нужно довериться. that even if I don't think this will be good, I need to trust and I need to do it. Нужно довериться, и даже если мне кажется, что хорошо не будет, мне все равно надо попробовать. Because this is how I want them to relate to God. Потому что я хочу, что эти же вещи они бы применяли к своим отношениям с Богом. And this is why it's very important that I'm a king in my house. И по этой причине мне очень важно у себя дома быть царем. They don't make a decision when they get up, where to go, and what they get. I do. Не они принимают решение, когда им вставать, куда им ехать и что им получить. But it's the king who steps over the dirty shoes and hugs the child. Но это тот царь, который вначале переступит через грязные бутсы, а потом обнимет ребенка. So that my boys will grow up, and this is how they'll relate to God. Мои мальчики вырастут, и это отношение перенесут на Бога. Sometimes I really want something, but the church reveals to us, no, it's destructive. Иногда мне чего-то очень сильно хочется, но церковь дала нам откровение, что это ведет к разрушению меня. Sometimes we think we really can't be patient with our children if the house is messy. Иногда нам кажется, что нет у нас сил, нет у нас терпения с нашими детьми, когда дома бардак. But we learn that all things are possible for those who believe. Но мы также узнаем, что все вещи возможны, если мы по-настоящему верим. And sometimes the church and God tells us to live a certain way, and we don't want to do it. Иногда церковь и Бог призывают нас к определенному образу жизни, а мы не хотим. And we learn to do it anyway, and then it's really good. Но все равно мы это делаем, и потом оказывается, что именно это хорошо. So you see how obedience to me affects their inner life. Вы видите, как, проявляя послушание ко мне, изменяется их внутренняя жизнь. But that obedience to me Но это послушание мне is the second part это как бы вторая часть. to my serving and loving them. Первой частью является то, что я их люблю и так им служу. And that process is beautiful. И это великолепный процесс, прекрасный. Because I never get to do what I want. Потому что почему-то так не получается, что теперь очередь мне сделать так, как мне нравится. It's very difficult to force them to do things and to get them out of bed. I'd rather just sleep in myself. Понимаете, мне это тоже не нравится, выковыривать их из постели. Я бы тоже лишние минутки лучше поспал. It was my wife's decision to have kids. И вообще, эта жена решила, что нам нужны дети. Ну, я просто немножко здесь дразню вас. But this is why I wrote the book. Но именно по этой причине я написал книгу. Because you think we might be talking about shoes and dirt and getting them to bed. Потому что мы могли бы, конечно, говорить и про бутсы, и про грязь, и про то, как их класть спать и как их поднимать. But we see that we're really talking about the formation of my children. Но осуществляя все это, на самом деле, давайте помнить, что мы говорим о формировании наших детей. And the transformation of me. И как я преобразуюсь в этом процессе сам. In Christ. В подобие Христа. In the sacramental life of the church. В священную жизнь церкви. Спасибо огромное за лекцию. Просто низкий поклон вам. Я понимаю, что порядок это не важно. Но мне, как маме 8 детей, очень сложно это принять.
Да, есть вещи более важные. Вот, например, когда дети в подростковом возрасте хамят взрослым. И такие моменты я задумываюсь, что я должна, с одной стороны, не терять проявление вот этой любви к ребенку, но с другой стороны, я понимаю, что я должна как-то отреагировать так, чтобы он понял, что это очень плохо. Я хочу как-то научить его не делать этого. So, Как? number one, Номер один. I recommend the book. Рекомендую прочесть мою книгу. Я уже читаю. Number two, Номер два. we have to ask, why is your child back-talking? Ну, давайте зададим вопрос, а почему ребенок огрызается нам в ответ? Because in some ways, the back-talk is like the shoes on the floor. Потому что в некотором измерении вот это огрызание, оно подобно бутсам на полу. We can't lose sight of the child just because we see this bad behavior. Из-за того, что мы заметили это плохое поведение, нельзя позволить ему вытеснить ребенка из глаз нашего сердца. So we have to ask ourselves, why is he talking back to me? Поэтому надо задать себе вопрос, ну а почему ребенок огрызается мне в ответ? Is he overwhelmed or angry? Он испытывает эмоциональную перегрузку или он гневается? Is there any other male in the home that talks to you like that he's copying? Возможно, в доме есть какой-то мужчина или какой-то другой мужчина в вашем доме, который подобным образом с вами разговаривает. Is he struggling with something? Может быть, ребенок проходит через период какой-то борьбы. Is he feeling alone? Или чувствует себя одиноким. We have 7 children. У нас 7 детей. And it's very hard to stay connected to all of them. И мне сложно поддерживать связь с ними со всеми. And it's easy for the older ones И для старших в такой ситуации проще to feel alone почувствовать себя одинокими. because all your attention is for the little ones. Потому что все внимание уходит на самых маленьких. So that's just a little bit about what might be going on in him. Но это просто некоторые такие маленькие прикидки того, что может происходить с подростком. If you can be curious about what's going on with him, Если вам действительно важно знать, что с ним происходит, you can tell him, вы можете ему сказать, what is troubling you? что тебя беспокоит. Because we don't talk like that in this house. Потому что у нас дома так не разговаривают. And the father can ask him the same 2 questions. И отец может задать те же самые 2 вопроса подростку. What is troubling you? Что тебя беспокоит? Because it's not okay to talk to your mother like that. Потому что с мамой так разговаривать не окей, не годится так разговаривать с мамой. And we be very strict on those 2 things. И мы очень строго следим за этими 2 вещами. What's troubling you? Что тебя беспокоит? And we never talk like that. И что мы дома так не разговариваем. Папа легче может справиться с этим, но сложнее маме, когда она одна. И когда я вижу, что вот один из моих сыновей так реагирует на других взрослых, на учителя или на бабушку. Или на бабушку, да? Да. То есть он просто, это его мимолетная реакция. При этом у него нет такого примера со стороны старших мужчин, со стороны отца во всяком случае.
So my answer is, Ну тогда мой ответ, after he calms down, вот после того, как ваш подросток уже остыл, I would try and remember я бы попробовал, вот о чем думал, to go back to him подошел бы к нему and say those two questions again. и опять задал эти два вопроса. What's troubling you? Что тебя беспокоит? Because you cannot talk to me like that in this home. Потому что у нас дома ты со мной так разговаривать не можешь. But it's very difficult Но это очень тяжело. because there's so many children and Потому not a lot что of детей time. очень много, а времени мало. Я все время задаю эти вопросы, но когда он остыл, есть надежда, что в дальнейшем это будет иметь благоприятные последствия. When we pray for our children Когда мы молимся за наших детей, and we connect the home to the church, и наш дом связан с церковью, and we keep repeating ourselves, и мы сами себе напоминаем, when he leaves the home, наступит день, и он уйдет из нашего дома. he will have to learn to control himself. И ему нужно будет уметь себя контролировать. And he will hear your voice. И тогда он будет слышать ваш голос. And the voice he hears will say, И вашим голосом он услышит слова. what's troubling me? Что меня сейчас беспокоит? And I can't talk like this. И разговаривать так я не могу, я не должен. Parenting is more about writing on our children's souls Можно сказать, что быть родителем – это все равно, что делать надпись на душе ребенка. than getting them to fix the behavior right away. Вот это больше с этим связано, чем с тем, чтобы сразу моментально исправлять их поведение. And this is what we pray for. И именно об этом мы молимся. Thank you very much. So how's our time? Часа времени будет что? У нас еще 5-10 минут. Perfect. So, Спасибо большое. Я вот как вопрос. Вы говорили об отце, который царь в семье, который сначала переступит через боль с любовью. Помедленнее. Вот когда она закончит, вы продолжаете. Спасибо, Борис Сергеевич. Спросит у ребенка, как дела, а затем уже скажет, прибрать. Это понятно. А скажите, пожалуйста, о роли мамы. Если семья полная, если есть такой отец, ну или отец, который учится быть таким, какую роль мама играет? Кто тогда мама? Или вы говорите об отцовстве как о родительстве в общем? so I'm imagining Ну что ж, я так воображаю, that the question is, что вопрос еще, what if the dad а что если папа is just sitting on the couch with the son and not helping clean up? уселся на диван с сыном и не помогает убираться? So, I think that the best answer И я думаю, что самым лучшим ответом в такой ситуации is for the mom to understand the path маме понимать путь and to tell the husband, и сказать мужу, I need your help мне нужна твоя помощь with two things. в двух вещах. Spend time with your son Чтобы ты проводил время с сыном, and teach him to clean up his shoes. и чтобы ты научила его убирать за собой башмаки. I cannot do this alone. Одна я с этим не справлюсь. Немножко другой вопрос. Что у нее есть такой муж, она спросила. Все нормально с мужем, а в чем роль матери тогда? Что делает мама? Oh, everything's fine with the dad. С папой все нормально. Is he right?
Is he correct? Is the dad correct? Папа ведет себя правильно. Do the shoes matter or not? И что, для вас важны ботинки? Нет. Роль мамы, просто тогда роль мамы такова. If the dad does this, если папа это делает, То есть маме не надо. if the dad does this, you should do 4 prostrations and thank God above that you have a husband that does this. послушайте, если у вас есть такой муж, который это все делает, вам надо сделать 4 поклона и возблагодарить Всевышнего за то, что он делает. Because the mother has another 100 things to do. Потому что у мамы есть сотни других вещей, которые делают мама. And children do best when both parents are doing the same thing. И лучше всего детям, когда родители делают вещи в согласии, согласованно. Because I just talked about me stepping over shoes. Я вот сейчас привел в пример, как я переступал через бутсы. What I didn't talk about Но я не говорил. is the hundreds of things my wife has to step over every day. Это про те сотни вещей, через которые вынуждена переступать моя жена каждый день. And it helps when the husband and the wife together И очень помогает, когда и муж, и жена вместе learn how to respond to the children, учатся правильным ответом на разные поступки своих детей. learn how to spend time with them, Оба учатся, как правильно с детьми проводить время, and learn how to teach them и учатся, как правильно обучать детей. as much as you can do it together. Старайтесь сделать как можно больше вместе и согласованно. But sometimes the husband doesn't do it. Но бывает, что муж в этом не участвует. Sometimes the husband says, "Who cares about the shoes?" and the wife says, "It's very important." Бывают ситуации, когда муж говорит, да не важны эти бутсы, а жена говорит, нет, очень важны. And sometimes the husband hasn't really paid attention to parenting. А иногда бывает такой муж, который немного внимания уделяет вообще выращиванию детей. And the wife is the one who's reading the parenting book. А вот эту книжку руководство по воспитанию детей, такое впечатление, что в нее заглядывает одна только жена. And that can become difficult. И вот это тоже может быть сложной ситуацией. The more you work together and learn together, Чем больше вы будете вместе работать, сотрудничать и вместе учиться, even if there are differences, даже если там есть различия, the more you show your children тем в большей степени вы проявите, продемонстрируете своим детям, how to love in marriage, как любить друг друга в браке. and the better it is for the children. И это будет самым лучшим для детей. There was a question. Вы, девушка, задавали вопрос. Да, я хотела тоже как раз спросить про женскую роль, как бы двигаться туда, вы православная женщина, мама. И еще такой вопрос, если все-таки мама воспитывает одна детей, то вот как эти правила устанавливают тогда? Thank you. I'm glad you asked the question. Спасибо, что вы задали вопрос. Because I forgot to talk about my wife's role. Потому что я забыл говорить о роли моей жены. And if she watches this video, Если, дорогая, ты будешь смотреть это видео, and hears me say that I'm the king, и ты услышишь, что я сказал вслух, что я царь, without talking about her as the queen, и при этом не сказала, что ты царица, this king might be in trouble. то у царя могут быть серьезные проблемы. Because in the church, Потому что в церкви I am the king, я царь, but my wife and I share authority. но я разделяю свою власть со своей женой. Because there is no just me. Потому что в церкви не существую я сам по себе и один. It's Georgia and I. А в церкви есть Джорджия и я вместе с ней. Who decide things. И вот вместе мы решаем.
So what I force my children to do as the king Если я принудил своих детей что-то делать как царь, is what Georgia and I together have decided. это то, что мы вместе с Джорджией решили, что именно это надо сделать. This is the beauty of the gospel И в этом заключена прелесть и красота Евангелия. and of St. John Chrysostom's beautiful understanding И это прекрасное понимание святого Иоанна. of the shared authority of husband and wife. Какую совместную власть имеют муж и жена? I am the head of the family, Я глава семьи. and I lead the family Я семью веду. where Georgia and I decide. Именно туда, куда мы решили с Джорджией. So she has to know the way. Она тоже должна знать путь. Because if I lose my way, Потому что если вдруг я потеряюсь, she doesn't follow me. чтобы она не ушла куда-нибудь не туда за мной, She follows Christ, his church. а чтобы она продолжала идти за Иисусом Христом и за Его церковью. So what God has set up Потому что то, что Бог установил, is a struggle включает в себя некую борьбу between the husband and the wife между мужем и женой. to become one mind together. Они оба сражаются, чтобы быть единомысленными, за то, чтобы быть единомысленными. And it happens in the parenting. И в том, чтобы быть родителями, это тоже проявляется. We have different ideas. Идеи у нас могут быть разные. I can tell my children what to do. Я могу сказать детям, что они должны делать. I can't tell my wife what to do. Но говорить жене, что она должна делать, я не могу. And my wife can't tell me what to do. И моя жена не может говорить мне, что я должен делать. But we get stuck. It's a struggle. Но в какой-то момент мы застреваем и оказываемся в противостоянии. Even when I'm right, Даже тогда, когда прав я, I still can't tell her what to do. даже в этой ситуации я не могу говорить жене, что ей делать. And what we understand as Orthodox И то, что мы понимаем как православные, is that Christ is in between Georgia and I. между мной и Джорджией находится Христос. This is the church in between Georgia and I. Между мной и Джорджией находится церковь. So when we struggle, И когда мы боремся, we have the church and Christ in between us. между нами находится и церковь, и Христос. So we go talk to someone. Поэтому мы идем и с кем-то беседуем. Because my wife is not my servant. Потому что жена мне не прислуга. And in any marriage where the wife becomes a servant or a slave, И любой брак, в котором жена становится супругой или становится прислугой или рабыней, the marriage dies. Умирает брак. And she's not my mother. Но она мне и не мама. She can't tell me what to do. Она не может мне говорить, указывать, что делать. And if she becomes my mother, И если она становится мне мамой or my boss, или моей начальницей, the marriage dies. умирает брак. So marriage is the ongoing struggle of two people who share authority. Таким образом, брак – это постоянная борьба двух людей, которые должны разделять власть между собой. And I, as the head, И потом я, как глава, impose that authority on the family. Пользуюсь этой властью, принуждаю к чему-то или призываю к чему-то семью. Коллеги, последний вопрос давайте. Кто претендует? Сзади девушка. Да, пожалуйста, говорите по-английски, я буду переводить на русский. Благодарю большое, Филипп, за этот чудесный разговор. Мой вопрос будет не про родительство, каких домах? Про детей из детских домов. Вы весь вечер говорили о детях, которые живут дома с родителями и знают, что такое любовь.
God might be much more easier than for the children in orphan houses. И для них принять любовь к Богу будет гораздо легче, чем для детей из детских домов. But we are here, I'm here with my friends, and we are volunteers. Но мы здесь с друзьями, мы волонтеры. And we are going to, one of our projects is to come to children in orphan houses and to teach them something. У нас есть проект, когда мы идем к этим детям, пытаемся с ними о чем-то поговорить и чему-то их обучить. Мы понимаем, что сразу начинать разговор с разговора о Боге мы не можем. Но мы можем проявить любовь Бога. Какой способ будет наилучшим? Возможно ли это просто предложить им помолиться в самом начале? Вот вопрос. How old are the children? А какого возраста ваши дети? В основном они подростки. 16? До 12 до 16. The best way to teach children about God is not with our words. Самый лучший способ учить детей о Боге – это без помощи слов. Everything I just said about parents is exactly what every child needs. Вот то, что я вам говорил про родителей, на самом деле это то, в чем нуждается любой ребенок. So when you go, you know their names. Вы идете к этим детям, подросткам, вы знаете их по именам. You smile at them. Вы улыбаетесь им. You're happy to see them. И вы счастливы их видеть. You're getting to know them. Вы с ними знакомитесь. You remember what they said last time, and you ask them about it. Вы не забываете то, что они вам говорили в прошлый раз, и задаете вопросы о том, что они говорили в прошлый раз вам. You listen to whatever struggles they have. И если они будут рассказывать о какой-то борьбе, которая происходит в их жизни, вы это слушаете. We can't really fix the struggle. Мы не можем исправить эти события, которые приводят к борьбе. But that's okay because you like them and you're interested in them. Но это тоже окей, это тоже годится, потому что они вам нравятся, и вы о них заботитесь, они вам не безразличны. And you are teaching them that there's nothing wrong with them. И таким образом вы их обучаете тому, что нету с ними ничего неправильного, нету такого, что они не такие, как надо. The more close you are and the more connected you are to them, чем вы ближе будете к ним и чем теснее с ними связаны, the more they're looking forward to your visit, тем больше они будут вас ждать. and they see that you're looking forward to the visit too. И они будут понимать, что и вы ждете вашей встречи. It's a little tiny light in their life. Это будет маленький огонек в их жизни. Much like a teacher at school. Такой же, как бывает учитель в школе. Who has very little contact with the child. Может быть, у учителя очень незначительный контакт с ребенком. Whose home might have a lot of pain and chaos. И, возможно, дома ребенок переживает очень большую разруху и много боли. The darker the world of these children, но чем темнее мир, в котором живут эти дети, the more brightly that little light shines in their life. Тем ярче будет светить маленький огонек в их жизни. And they will probably remember you the rest of their lives. И я думаю, что на оставшуюся часть жизни они вас уже не забудут. Because your contact will mark their soul. Потому что этот контакт как будто пометит то место, где у них душа. And as they get to know you, they might ask you. И когда они узнают вас лучше, возможно, они зададут вам вопрос. About who you are and how you live. Спросят, а вы кто, а как вы живете? And you can answer those questions. I'm an Orthodox Christian. И можете ответить, ну, во-первых, я православная христианка. And I just love because God loves. And so that relationship. И я люблю, потому что Бог возлюбил меня, и у меня есть подобные отношения.
becomes the way that the Holy Spirit touches each child. И через ваши отношения с подростками до них дотянется Святой Дух. И достигнет Святой Дух. But just like a mom who asked, when will I see the results? Но вот так же, как мама, которая спрашивает, ну а результат этого всего я увижу когда? When will my son learn to pick up his shoes? Ну когда уже мой сын научится убирать за собой ботинки? When will my child stop backtalking? Ну когда мой сын перестанет огрызаться, когда я делаю ему замечания? When will we see the results of this love? Когда мы увидим результаты всей вот этой любви? We don't even ask that question. На самом деле этот вопрос мы даже не задаем. We just love and we pray and we know that this is how we love. Мы просто любим и молимся, и знаем, что вот это именно так, как мы любим. There are few things more meaningful to do in our lives. Есть малое количество вещей, малое количество целей, на которые можно положить в нашей жизни, чем это. Than to take care of children like that. Мало есть важных вещей, которым стоит посвятить свою жизнь, чем забота о подобных детях. So I want to thank everyone for having me here. Еще раз хочу поблагодарить всех за то, что вы позволили мне сегодня здесь быть. Maybe we can continue this conversation. Мы не вынуждены прекращать этот разговор, мы можем его продолжить. The next time I come to Moscow. Вот в следующий раз, когда я буду в Москве. Да, огромное спасибо за замечательный вечер, который вы нам сегодня подарили. Отдельное спасибо нашей выпускнице, красный диплом, Екатерине Никулиной. Это очень сложная психологическая работа, вот такого перевода в течение 2 часов. Это, так сказать, большой подвиг. Ну и, так сказать, что сказать? Мне кажется, что мы сегодня, во-первых, была такая очень дефицитная тема. Это тема взрослого человека. Вот если вспомнить Берна, помните, так сказать, вот ребенок, родитель, там есть еще взрослый. Взрослый является дефицитной фигурой в нашем мире. Действительно, так сказать, вот, и судьба наша такая, понимаете, 70 с лишним лет, как бы самостоятельного, свободного, взрослого человека, который поступает так, как он считает нужным, его, так сказать, выколачивали всеми возможными средствами. Это особенно ясно, так сказать, вот в этом месте, находящихся, так сказать, в 150 метров от самого высокого здания в мире. Такая шутка была. Самое высокое здание в мире — это КГБ на Лубянке. Оттуда с крыши видна Колыма. Вот. И сегодня как раз вот это очень интересно. Ирина удивляется, что, мол, православная страна, Россия. Вот. Приехал наш брат, так сказать, православный грек, американец. Вот американец учит русский, и все очень внимательно слушают. И действительно очень много ценного. Да? Но, видимо, вот эта ценность, она именно состоит в том, что действительно в результате у нас, повторяю, дефицит взрослого ответственного человека, который берет на себя решение и берет на себя выбор. Ну, в частности, конечно, дефицит отцов. То есть у каждого родившегося есть отец. Это факт, так сказать, биологический. Но оказывается, что не у каждого есть вот отец, на которого он может ориентироваться. И отсюда масса проблем, в том числе религиозных. Я прошу прощения, Катя, медленнее говорю. Нормально.
Вот. Значит, есть такое исследование про таких крупных атеистов. Да, крупных атеистов. Вот. Ну, типа Фрейда, Вольтера и так далее. У всех у них были проблемы с отцом. У Фрейда был отец, которого он не уважал. Нельзя сказать, что он там ненавидел, он его не уважал. Да? И однажды он, так сказать, говорил о том, что у него был как конфидент, человек, с которым он переписывался, пастор. Вот, к сожалению, у меня нет этого чувства Бога и так далее, вообще нет. Да? И вот если взять анамнез, то это связано с реальным отцом. С реальным отцом. Тут такие же отношения были у Вольтера и прочее, прочее. И вот сегодня, мне кажется, мы очень важную такую вещь почувствовали, не просто мысль, да, что вообще жизнь церкви, веры, понимаете, она творится не только под куполом церкви, да, она творится вообще в нашей повседневности, в том, как мы относимся к другому человеку, реально, да. Понимаете, вот был ваш вопрос там относительно того, значит, как детдомовцев приучить к Богу, там, молитва и так далее, и так далее. Мне один из наших преподавателей, замечательный совершенно, он работает с детьми, подвергшимися насилию, самоубийцами и так далее. Вот он мне рассказывал, что девочка, которая пыталась покончить жизнь самоубийством, разрезав вены, так сказать, и все, что он в течение первых как бы 2 встреч, что он делал? Он играл с ней в карты. В подкидного дурака. Понимаете, то есть он начинал с того, что как был с ней рядом, да? Вот. Поэтому и это и была, так сказать, представьте себе, что он начал бы с того, что сказал ей вообще, это дар Божий, жизнь, это самый большой грех, ты будешь не прощена, все прощается, и так далее. Все это было бы правда, но это было безжалостное. Правда, а главное, она была психологически недейственна. Понимаете? И вообще, как бы, то, что мы занимаемся психологией, всякие конфронтации бесконечные. Вот вы, психологи, там, хотите заменить там священников, а вот там все сказано, да, там все сказано. Но как это может быть услышано конкретным человеком в конкретной ситуации? Да? Как это сделать? И вот мне кажется, что сегодня мы такой замечательный совершенно подарок и урок получили, вот как это делается. Эти башмаки теперь у нас застрянут в нашей голове. И приснятся, может быть, тем самым станут предлогом, да, психоаналитических таких интерпретаций. И в этом плане мне кажется, что, ну вот, понимаете, когда мы хотим устроить жизнь, тут еще один важный момент. Вот мы хотим, естественно, устроить жизнь, чтобы было правильно. Как сказать правильно ребенку, как сделать так, как сделать это. Но, понимаете, жизнь есть то, чего устроить правильно невозможно. Она состоит из неких, так сказать, с самого начала противоречий, таких экзистенциальных и жизненных, которых нельзя раз и навсегда решить каким-то правилом. Вот, собственно, наше, так сказать, бытие состоит в том, что мы эти вещи невозможные каждый раз решаем. Понимаете? Другое дело, что это решение, оно возможно, если мы искренне, если мы открыты и так далее. Вот у нас
в прошлый раз выступал замечательный совершенно архимандрит Мажуха. Вот, совершенно замечательный и так далее, который высказал одну мысль, вот для нас она важна. Вот то, что говорил Филипп, это очень похоже. Он говорил о том, что церковная жизнь, она может и должна совершаться всюду, где, так сказать, собираются верующие люди. Это прямо по Евангелию, где двое или трое. Понимаете? И вот сейчас тоже совершается эта церковная жизнь. Понимаете? Хотя тут у нас сегодня больших нет, и вот и все, и так далее. Но она совершается. Потому что мы говорим о том, как жить с Богом. И это вовсе не задача 2-3 лозунгов. Это задача как бы целой жизни. И, конечно, когда многие говорят, ну вот, там, прочтите Евангелие, там все сказано. Да нет, не совсем это будет верно, потому что в Евангелии много раз сказано, имеющий уши, да, слышат. Да? А мы слышим? И вообще, что такое слышать? А слышать это уже и процесс не только, так сказать, передачи непосредственная, это передача опосредственная, связанная там с тем, сим, 5 и 10. И поэтому кому-то это может не нравиться. Например, сегодня мне позвонили, что на этого самого архимандрита Савву Мажуху кто-то написал, значит, письмо патриарху, что вот он там молодежи что-то не так говорит. Да? Понимаете? Но он на самом деле делает огромную миссионерскую деятельность. Он как раз говорит о том, что заставит подростка обратить внимание на эти слова, что повернет его голову. Да? Он привносит жизнь. Вот то, о чем прекрасно, так, совершенно замечательно сегодня говорил Филипп. Вот, поэтому еще раз огромное спасибо Филиппу.